Всем привет! Сегодня у нас урок по постингу в группы. Мы будем сегодня оставлять посты по группам, так называемый спам по группам. Что нам для этого надо? Как всегда, то есть мы запускаем нашу панельку, смотрим, обновлено ли все, то есть смотрим текущую версию, актуальную версию. Если не обновлено, обновляем. В данном случае у нас все обновлено. И начинаем настраивать режим. Для данного режима нам нужно, первое, создать посты, которые мы будем постить в различные группы. Что нам для этого надо? Нам надо создать список постов для групп. Если нет, значит создаем, добавить в список. Если есть, то есть создаем посты. Как мы уже учились, когда говорили о постинге, мы можем задавать сообщения каждое сообщение с новой строки. Мы можем указать картинки, которые будут браться рандомно, к примеру. Ну, сейчас в данном случае давайте вот без картинок запущу. Вот у нас посты добавились, вот которые мы делали. Либо делать посты единично добавлять, то есть также мы там ну, к примеру, то есть это не принципиально. И, например, картинку добавим. Вот. Делаем список постов, эти посты будут у нас публиковаться в группу. Следующее, куда мы будем публиковать? У нас был урок по парсингу групп по ключам. То есть мы можем публиковать в данные группы, которые мы спарсили. Вот у нас они тут есть в списках групп парсинг. Вот у нас список этих групп есть, куда будем постить. Можно создать самому, то есть мы можем создать свой список групп руками. Вот, группа постинг. Чтобы создать, нам надо вот такие вот ссылки брать. Вот такие вот ссылочки. И добавляем. То есть полная ссылка идет https www.facebook.com группа. Вот. Можем такой ручной список сделать. И нам нужен третий список, пустой, куда мы будем собирать ссылки на посты, которые опубликовали, если в группе нет модерации, чтобы потом с этими постами работать. Это у нас URL лист. Вот, я уже тут создавал пустой список, ну, я так его назвал, пустой список для постов.
он пустой, ничего нет, сюда будут собираться посты, которые будут сразу же проходить модерацию, которые будут сразу же публиковаться, которые не на модерацию посылаются, которые сразу в группах публикуются. Их комбайн соберет, потом можно будет эти посты хоть одновременно, хоть там в следующий запуск другими аккаунтами. Можно будет комментировать, лайкать, делать с ними различные действия. Все, мы создали 3 вот этих списка. И теперь будем настраивать постинг. Выбираем аккаунты, которыми мы будем постить в группах. Нажимаем добавить задачу. Как обычно, логин. То есть мы можем, опять же, мы задаем, сейчас можно и фарм интересов делать, и инвайтить, и прокачивать, и постить в профиле. Ну, то есть можно задать задачи, которые будут выполняться каждый день по много раз. Но мы сейчас с вами рассматриваем конкретный режим, поэтому я ставлю только постинг в группы. В логине ничего не надо менять. Здесь инвайта у нас нет, поэтому ничего тоже не меняю. Настраиваем постинг в группы. Куда постить? Вот у нас спаршенные группы, ну вот эти список, который мы сделали. Там группы для постинга, ну спаршенные группы, у нас там 1000 штук, и их все будем проспамливать. Что постить? Это список постов. Вот. Пост for group. Это вот посты для групп мы создали. Дальше смотрите, вот это вот важный момент. Разрешать аккаунтам постить одни и те же посты в группы. То есть групп у нас много. Могут ли аккаунты брать одинаковые посты, то, ну, или они должны быть обязательно уникальные в разных группах? Если мы ставим разрешить, то аккаунты будут брать просто рандомный пост и публиковать в группу. Если мы поставим запретить, то аккаунты будут брать рандомные посты, но которые еще не публиковали нигде, ни в каких других группах. Ставим yes. Тут самый оптимальный вариант разрешить. То есть, ну, посты можно повторять, я думаю. Следующее. Разрешить аккаунтам постить в одни и те же группы. То есть в пределах 24 часов. То есть в течение суток. Если мы поставим разрешить, то будут просто браться группы рандомно и публиковаться туда наши посты. Если мы поставим нет, а это правильно поставить, я думаю, что правильно, если мы поставим нет, то значит будет выбираться группа, в которой аккаунты сегодня еще ничего не постили. Будет выбираться группа, и пост будет оставлен в группе, которая еще нами сегодня не проспавлена. В пределах 24 часов. То есть сутки заканчиваются, счетчик обнуляется, и начинают аккаунты, могут дальше постить на следующий уже день. Уже могут группы брать те же самые, какие они еще не брали. Сколько постов постить одним аккаунтом за один запуск? То есть сколько групп войти и сколько оставить по одному посту в каждую группу. То есть вот, поставим 5. То есть каждый аккаунт за один запуск зайдет в 5 групп и оставит там по одному посту. Важный момент. Удалять группу из списка, если в группе есть модерация постов. Пост опубликуется, но если в группе модерация, он не будет показан никому. Нужны нам такие группы или не нужны? Если они нам не нужны, мы поставим удалять. И из нашего списка групп такие группы будут удаляться, чтобы на них потом не тратилось время туда, чтобы больше аккаунты не постили.
Если у нас посты качественные, то есть мы думаем, что в группах их разрешат, то не удаляем. Ну, они нам еще такие группы пригодятся. Пускай список будет такой, какой он есть, и будет туда закидываться каждый день нужные нам посты, какие мы укажем. Далее, если аккаунт состоит в группе, то вступать в группу или не вступать. То есть аккаунт заходит в группу, если он еще в группе не состоит, если мы укажем «да», то аккаунт вступит, подаст заявку на вступление в группу. Если мы укажем «нет», то аккаунт просто попытается опубликовать пост без заявки на вступление. А если уже состоит в группе, то состоит, ничего он делать не будет, просто будет сразу постить. Здесь указываем список, вот этот, который мы сделали, пустой список для постов. В него будут собираться будут посты из групп, в которых нет модерации, чтобы мы потом эти посты могли там прокомментировать, чтобы мы могли эти посты там отлайкать, что-либо с ними сделать. Ну и последняя настройка — это сколько раз в сутки запускать данный режим. Вот поставим 3, то есть обратите внимание, каждый аккаунт запустится в сутки до 3 раз и опубликует 5 постов, то есть он опубликует 15 постов. Следите, чтобы не, скажем так, не перебрать, чтобы не получить спам. То есть если вы поставите там 100, да, одним аккаунтом за один раз, то у нас получится 300 постов, то есть 300 групп один аккаунт будет спамить. Скорее всего, он попадет под ограничение Facebook. Поэтому тут аккуратно смотрите, пробуйте. У Facebook лимитов нет. Поэтому подбираем лимиты каждый сам под себя. То есть какие у вас аккаунты уже трастовые, то есть которым Facebook больше разрешает, чем остальным, или не трастовые. То есть смотрите и пробуйте. Ну и нажимаем кнопочку Activate. Задачи у нас заданы. Вот они. То есть логин и постинг группы. И нам всего лишь осталось, то есть запускаем ZenoPoster. Не забудьте посмотреть, обновлено или нет. Но при каждом запуске ZenoPoster у нас сам шаблон обновляется. Вот сейчас он уже там обновленный будет. Нам останется просто нажать старт. Укажем, сколько попыток делать. -1, чтобы аккаунты крутились не один день, а пускай там неделю они крутятся и публикуют по группам все, что можно. Потоков, насколько у вас хватает компьютера, 10, 20, 50 или 5, то есть это зависит от мощности вашего компьютера. И аккаунты начнут публиковать вот эти вот посты, которые мы им задали. Будут сейчас запускаться и публиковать посты, которые заданы. Это они будут делать 3 раза в день по разным группам, ну, в зависимости от того, какие настройки мы указали. После того, как сделаю описание, такую же инструкцию режима комментирования, я вам покажу, как одновременно, то есть чтобы сразу же после публикации другие аккаунты шли публиковать комментарии под нашими постами и их лайкать. То есть это привлекает народ и привлекает, соответственно, трафик. Вот, а на сегодня данный урок закончен. Спасибо за внимание. И как всегда, если какие-то вопросы, вы всегда можете обратиться ко мне, пишите. Буду рад помочь.